Друзья ютуберы, привет! А перед началом нового третьего сезона первой серии нашего классного сериала хочу сказать спасибо, что вы до сих пор со мной. Без вашей подписки, лайков и тем более комментариев я бы не смог достичь отметку даже в 1000 подписчиков. Но это уже давно достигнуто, и сейчас надо достигнуть 10 тысяч подписчиков. И только с вашей помощью я смогу это сделать. И чтобы больше не пиздеть и не вдаваться в подробности, приятного просмотра. О боже, только не надо меня отвлекать. Адриано Лассерва. Эх, блять, где мои 17 лет? Эта серия отличается от всех, потому что она единственная в своем роде, которая рассказывается от лица ФБР, а не от мафии. Ребята из ФБР сидят и думают, как бы засунуть прослушку в дом, собственно, самой семьи Сопрано. То их троллят бандиты, которые прекрасно знают, что вместо работников каких-нибудь газовых служб сидят ФБРовцы. То систему, которую они организовывают по времени, которая должна совпадать, не совпадает по разным деталям и разным ситуациям. Поля рассказывает, почему обычно шнурки в туалете обычно не мокрые, а не сухие, ведь ты как бы на них не ссышь. И тем самым не дает никому пожрать. Ребята с ФБР стараются все спрогнозировать, потому что все за кем-то следят и стараются вскрыть дверь. Но пока не отключают сигнализацию, вскрыть дверь не получается, потому что кто-то обязательно придет домой. Сегодня у Пэтси день рождения. Фурио не знал, что у него был брат-близнец, который был еще и из одного яйца, и расспрашивает Пэтси, как это вообще. Но Пэтси рассказывает, что кто-то убил его родного брата. И многие как бы понимают, о чем идет речь, и кто это сделал, и кто это запросил и заказал. Также об этом понимает и Пэтси. Ребята сидят и чуть ли друг друга не дрочат, потому что смотрят, как две классные бабихи играют в теннис. Но тренер Кармелы отказался, потому что у него какие-то дела, его куда-то переводят, и вообще он не хочет жить. И теперь вместо него их будет тренировать маленькая плоскогрудая лесбиянка. Мэдо, которая навыебывалась в прошлом сезоне, что она будет королевой мира, в итоге отсасывает, а перед этим пока что высыпается, чтобы заниматься своими делами, и смотрит, как ее жирный поросенок танцует в комнате. Полячка сидит с поляком со своим мужем и разговаривает, что если вдруг опять нагрянут немцы, то придется прятаться уже у семьи Сопрано. ФБРовцы прожрали практически все деньги, которые им выделило государство, чтобы, собственно, призывать эту ситуацию к выполнению, и нашли самый оптимальный вариант – создать копию настольной лампы и туда захерачить уже жучок. На следующее утро Тони, как всегда, опять забирает свою газету, и которую даже не читает ее. Приезжает на работу и слушает, как у кого-то там дела, у кого-то там не дела, и вроде бы все хорошо. Конечно, как бы ама криминала, вся херня, и в принципе бабосы текут, а лохи работают. Мужики, которые утверждают, что они настоящие натуралы и поэтому все равно взяли салфетки с гелем для рук, наблюдают, как тренируется потная, красивая, полуголая Андреа. И так же, как к ней клеится лесбиянка. Толстый ФБРовец, который просрал своего друга крысу Пусси, теперь не знает, с кем поговорить, и все равно единственное, чем он может заниматься, это смотреть за теми, кого никак не может взять. Но тут происходит какой-то пиздец. Прослушка и слежка, которая была возле дома, говорит, что какой-то произошел взрыв. Нагревательный баллон дал течь, и пол подвала херам затопило. Ребята к этому не готовились, но в принципе вариант в принципе как бы и не меняет. Но тут подходит Путси и хочет убить Тони за то, что тот заказал его брата. И зная, что скорее всего его убьют уже после этого в этот же день, решает пока что повременить с убийством и решает поссать в бассейн. Угостить своего шефа лимонадом. Слежка говорит, что полячка возвращается слишком рано, и поэтому немца, который ФБРовец, подсылает к полячке. Полячка обтирается, но все равно деваться некуда, он же как бы немец, убежать-то некуда, спустит овчарок. Кармела говорит, что тренерша лесбиянка, но Адриане это льстит. Государственная мафия заходит в только что вымытый подвал и наконец-то меняет лампу. А три шалавы собрались в одной комнате и думают, куда чего пойти и в кого сегодня будут чего сувать. Тони, который немножко воняет лимоном, расспрашивает, как у Пэтси дела, ведь недавно было его день рождения, он праздновал это день рождения без своего любимого брата. Но Пэтси, зная, что если не сегодня, то скоро Тони сдохнет,
Говорит, что все хорошо, Тони, и думает, что однажды, сука, ты скоро сдохнешь. А ФБРовцы выполнили свою часть задачи и уже с надеждой, что ничего не забыли, свалили, чтобы записывать уже круглые сутки все, о чем будут говорить возле этой лампы.